Барев народ. Вопрос на миллион. Армяне — это автохтоны Кавказа или потомки пришельцев? Ведь одни считают армян коренными жителями Армянского Нагорья, а другие — потомками мигрантов. Когда мы выпустили наш первый выпуск про этногенез армян, где подробно рассматривали гипотезы о происхождении армянского народа, вы писали много благодарных комментариев. Писали о том, что у вас теперь есть четкое понимание, как происходил многовековой процесс этногенеза армян. Но также мы столкнулись с большим количеством хейта в нашу сторону. Нас хейтили как наши доброжелатели, будем их так называть, так и наши соотечественники. И если к первому я лично была готова, то второе меня немного шокировало. Наши доброжелатели писали нам, что мы рассказываем сказки, что мы искусственно делаем армянский народ древним, в то время как нас просто переселили на территорию Армении в XIX, а то и в XX веке. Они просто пока не определились. Думаю, что через 100 лет они будут писать, что нас переселили туда в 21 веке. Ну да ладно, не об этом. Наши соотечественники писали нам претензии о том, что мы недостаточно одревнили армян. Сталкивалась с таким комментарием, не помню дословно, кто-то писал, что какой-то инопланетный бог создал армянский народ, и с этого все пошло-поехало. То есть сначала был создан армянин, армянский народ, а потом уже, наверное, вот Адам, Ева и вся вот история мироздания, которую мы знаем и в которую мы верим. Не знаю, как это комментировать, честно говоря. Наверное, не буду. Кто-то нам задавал вопрос, типа, почему вы рассматриваете гипотезы, которые не выдержали научной обоснованности? Зачем об этом вообще говорить? Но у меня встречный вопрос, а почему нет? Почему не сказать о том, что вот была такая гипотеза, но она не выдержала обоснованности, и если вам кто-то скажет про нее, дайте контраргумент. Наоборот, это полезно, об этом нужно говорить. Но это я к чему все? Если мы в прошлом выпуске рассматривали теории и гипотезы, то в этом коротком выпуске, а я планирую, что он будет коротким, мы рассмотрим археологические находки, генетические исследования и научные факты. Научные факты, которые опубликованы в мировых журналах, принятых научным сообществом. И вы их сами можете открыть, прочитать и посмотреть. Короче говоря, после просмотра этого видео вы уйдете со 100% пониманием и ответом на вопрос, являются ли армяне коренными жителями Армянского Нагорья или потомками мигрантов. Если вы готовы, то мы точно готовы. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Современные армянские и многие зарубежные ученые считают армян коренным народом Армянского Нагорья и прилегающих районов Кавказа. Внимание! Первый научный факт. Генетические исследования последних лет показывают, что армяне имеют непрерывную генетическую историю более 6000 лет на территории Армянского Нагорья. Их генофонд практически не изменялся с бронзового века. Еще раз повторю, генофонд армян практически не изменялся с бронзового века. Об этом говорит генетика. Археологические данные подтверждают, что формирование армянского этноса происходило на месте в результате слияния местных племен – урартов, хуритов, лувийцев, а также протоармян – мушков. Язык армян – это отдельная ветвь индоевропейской семьи, но с большим пластом заимствований из языков древних народов Нагорья. То есть даже армянский язык сам по себе свидетельствует о том, что его носители — это представители древнейшего народа на Армянском Нагорье. Итак, давайте же рассмотрим, что говорит нам наука об альтернативных теориях происхождения армян. Некоторые исследователи 19-20 веков, например, Шопен и Дьяконов, а также часть современных исследователей, утверждают, что армяне — это потомки мигрантов с Балкан или с Малой Азии. Эта версия основана на свидетельствах Геродота. Якобы армяне пришли с запада и были связаны с фригийцами, которые, в свою очередь, мигрировали на восток под давлением киммерийцев. Эти исследователи приводят следующие аргументы. Во-первых, внешнее сходство армянского языка с фрако-фригийской группой. Во-вторых, упоминание о племенах мушков и хаяса в анатолийских источниках. И в-третьих,
антропологические и медицинские аргументы. Например, то, что армянская болезнь – это признак средиземноморского происхождения. Однако современные генетические исследования не подтверждают значимых балканских или анатолийских компонентов в генофонде армян. То есть никакой научной аргументации не выдержала эта теория. Дорогие доброжелатели, нам, конечно, очень жаль, но вам придется с этим смириться. Сегодня в научном сообществе продолжаются споры о деталях этногенеза армян. О деталях, повторюсь. Не о том, что древний армянский народ или не древний. Древний, уже об этом никто не спорит. 6000 лет генофонду. Еще раз повторюсь на секунду. 6000 лет. Одни утверждают, что протоармяне, мушки, пришли на Армянское Нагорье в 13 веке до нашей эры и растворились среди местных племен. Но эти мушки не были массовыми пришельцами, а лишь являлись частью сложного этногенеза армян. Вторые утверждают, что армяне — это потомки народа Хаяса, который упоминается в хеттских источниках и который уже во 2 тысячелетии до нашей эры жил на территории Армянского Нагорья. Третьи утверждают, что армяне — это прямые наследники урартов, которые после падения Урарту стали доминирующей этнической группой региона. Большинство же современных археологов и генетиков склоняются к теории преемственности. Что это значит? Это значит, что армяне — это результат сложного смешения местных и пришлых компонентов, но с доминированием автохтонного элемента. То есть не было такого, что армяне пришли с Балкан или еще откуда-то с Индии, не знаю откуда, пришли и такие говорят: все, мы теперь здесь главные. Нет, армянский народ формировался на территории Армянского Нагорья. Держите еще одну папку с научными фактами. Последние генетические исследования, речь идет о 2020-х годах, показали, во-первых, армяне генетически ближе всего к древним жителям Армянского Нагорья. Во-вторых, в генофонде армян нет значимых балканских примесей, что опровергает старую версию о миграции армян с Балкан. И в-третьих, генетический кластер армян устойчив с бронзового века. Несмотря на исторические катастрофы, войны, постоянные попытки уничтожения, ассимиляции, наш генофонд устойчив с бронзового века. Об этом говорит генетика, и это невероятно. И для особо доброжелательных скажу, что эти данные опубликованы в международных рецензируемых журналах и признаны научным сообществом. Поэтому вы, конечно, можете этому противиться, но, согласитесь, это будет очень глупо. Итак, вывод и ответ, который я обещала вам в начале видео. Современная наука считает армян коренным народом Армянского Нагорья и части Кавказа, с уникальным генофондом и древней историей. Всякие альтернативные версии о пришлости армян, конечно, интересны для дискуссий, но это не подтверждается ни археологией, ни генетикой. Но вот что подтверждается точно. Армяне — это результат сложного смешения древних племен Армянского Нагорья с четкой преемственностью и уникальной идентичностью. Почему это важно знать? Вызубрить, если хотите, и передать следующим поколениям. Потому что очень много лжи сейчас, очень много людей пытаются пошатнуть нашу веру, нашу идентичность и заставить нас не верить в нашу историю. Поэтому я считаю, что мы должны сделать все, чтобы не позволить этому произойти. Мы и так проходим сейчас непростой период для нашего народа, но я уверена, что с Богом мы сможем все выстоять и пройти до конца. Поэтому ни в коем случае не оставляйте веру в Бога, ни в коем случае не забывайте, откуда вы пришли и куда вы идете. Выделите это небольшое время, чтобы посмотреть это видео и передать другому. И если кто-то посмеет вам сказать, что вы, армяне, обманутый народ, не древний народ, ваша история, она фальсифицирована, просто по фактам раскидайте этих людей, потому что
Наука на нашей стороне, истина на нашей стороне, Бог на нашей стороне. Просто берите это все, вооружитесь в эту силу и ничего не бойтесь. Также делитесь этим видео, чтобы как можно больше армян узнало эту жизненно важную информацию. Также напишите нам, как вы вообще относитесь к альтернативным версиям происхождения армян, о том, что они якобы пришли там с Балкан или из Индии, и почему вообще тема коренных и пришельцев так важна сегодня для национальной идентичности и просто не оставляет никого равнодушным. Мы читаем ваши комментарии, будем рады с вами пообщаться. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Манак Баров.